Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчицы и гости моего канала. Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на канале «Мир рукоделия, творчества, вязания и пряжи». Сегодня я хочу вам показать мастер-класс по вязанию красивого узора. Этот узор связан крючком. Он очень легко, просто и быстро вяжется. Довольно-таки симпатичный. И, как вы видите, он не очень ажурный и дырчатый. Данным узором вы можете связать удлиненный жилет, который вы видите на фото, а также данный узор идеально подойдет для вязания топов, маек, кофточек, кардиганов, жакетов и предметов для создания уюта и красоты в вашем доме. Например, можно связать накидки, наволочки на подушки и покрывало, пледы. С данным узором справится любая начинающая рукодельница, которая хочет научиться вязать крючком. В данном видео мастер-классе я показываю и рассказываю подробно, как вяжется каждый ряд узора. Для демонстрации вязания узора я буду использовать пряжу «Детская новинка». Торговая марка Пехорка. Это стопроцентный высокообъемный акрил, 200 метров в 50 граммах. И крючок номер 2. Если вам нужна пряжа для вязания крючком и спицами, вы можете ее выбрать и заказать. Все ссылки на пряжу вы можете найти в описании под видео в инфобоксе. Для вязания узора вам подойдет любая пряжа. Абсолютно не важно, какая она будет по составу и метражу. Узор будет смотреться неплохо даже связанный из тонкой пряжи и толстой. Вы можете сами убедиться в этом. Сейчас мы с вами приступим к вязанию легких нам петелек. Показывать, как вяжется узор, я буду на пряже «Детская новинка». Торговая марка Пехорка. Детская серия. Состав пряжи стопроцентный акрил высокообъемный. Метраж 200 метров в 50 граммах. Вязать узор я буду крючком номер 2. Кловер. Для начала вязания набираем цепочку из воздушных петелек. Я ее уже связала за кадром. И приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд состоит из столбиков с одним накидом. 3 петельки цепочки я отступаю. 1, 2, 3. И в 4-ю петельку цепочки провязываем столбик с одним накидом. 3 петельки цепочки — это петельки подъема, и они засчитываются как за первый столбик с одним накидом. Провязали 2 столбика с одним накидом. В следующую петельку цепочки провязываю 3-й столбик с одним накидом. И далее вяжем в каждую петельку цепочки по одному столбику с одним накидом до конца ряда. Раппорт состоит из 3 петель. То есть в одном раппорте 3 петельки, либо 3 столбика с одним накидом. И плюс 2 столбика крайние. Набираете цепочку равную количеству раппортов плюс 2 столбика крайние. С начала вязания и 1 столбик остается в конце вязания. Вот таким образом вяжем первый ряд.
В каждую петельку цепочки я вяжу по одному столбику с одним накидом. Вязала я до конца первого ряда. У меня получилось 38 столбиков с одним накидом, цепочка, 41 воздушная петелька. Приступаем к вязанию второго ряда. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Засчитываем их как за один столбик с одним накидом. Далее пропускаем первый столбик с одним накидом и в следующий столбик, это получается, если считать с начала ряда, провязываем в третий столбик с одним накидом первого ряда один столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом провязали вершину столбика с одним накидом первого ряда. Он третий по счету. Одна воздушная петелька. И в вершину третьего столбика с одним накидом первого ряда провязываем еще один столбик с одним накидом. Связали вот такую галочку, где 2 столбика с одним накидом с общим основанием, а между столбиками провязана одна воздушная петелька. Пропускаем 2 столбика с одним накидом первого ряда и в вершину третьего столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. И в эту же вершину третьего столбика с одним накидом первого ряда провязываю еще один столбик с одним накидом. Связали вторую галочку по счету. Пропускаем 2 столбика с одним накидом первого ряда и в вершину третьего столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька и в вершину опять же третьего столбика с одним накидом первого ряда провязываем еще один столбик с одним накидом. Получилось у нас 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Между столбиками одна воздушная петелька. Таким образом вяжем до конца второго ряда. 2 столбика пропускаем, в третий вяжем галочку. Галочка — это 2 столбика с одним накидом с общим основанием, и между столбиками по одной воздушной петельке. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Показываю медленно, чтобы вы смогли следить за техникой вязания. Если все равно видео демонстрируется быстро, уменьшите скорость воспроизведения видео, чтобы детально рассмотреть технику вязания. Осталось у нас 2 столбика с одним накидом в конце ряда. Заканчиваем вязание. Мы в третью петельку подъема провязываем один столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию третьего ряда. 3 петельки подъема и между столбиками, там где у нас была провязана одна воздушная петелька, вот в этот промежуток мы провязываем 3 столбика с одним накидом.
все 3 столбика мы вяжем в арочку между двумя столбиками с одним накидом. Далее в следующую галочку между двумя столбиками с одним накидом второго ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. В следующую арочку галочки провязываем 3 столбика с одним накидом. В следующую арочку галочки провязываем следующих 3 столбика с одним накидом. Таким образом вяжем до конца 3-го ряда. Как вы видите, узор вяжется очень легко, быстро и просто. Заканчиваем вязать 3-й ряд. В 3-ю петельку подъема 2-го ряда мы провязываем 1 столбик с одним накидом. 4-й ряд мы вяжем, это повторение будет 2-го ряда. 5-й ряд повторение 3-го ряда. 3 петельки подъема. Теперь там, где у нас связано 3 столбика с одним накидом, вершину 2-го столбика с одним накидом провязываем галочку. Галочка состоит из 1 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вершину 2-го столбика с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Получается у нас 2 столбика с одним накидом провязаны в вершину 2-го столбика с одним накидом предыдущего ряда. Между столбиками связана 1 воздушная петелька. Вершину 2-го столбика с одним накидом вот, провязываем галочку. 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И опять же вершину 2-го столбика с одним накидом провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Таким образом вяжем до конца ряда. Одна воздушная петелька, столбик с одним накидом. Вершину 2-го столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину 2-го столбика вяжем 2-й столбик с одним накидом. Узор очень простой, но в то же время быстро, легко вяжется и смотрится неплохо. Он не очень такой ажурный и дырчатый.
Данным узором можно связать и предметы интерьера, также одежду для детей и взрослых. Связали мы уже 4 ряда. 5-й ряд вяжется как 3-й. Раз, два, три петельки подъема, и между двумя столбиками провязываем 3 столбика с одним накидом. В арочку галочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее в следующую арочку галочки провязываем тоже 3 столбика с одним накидом. И таким образом вяжем до конца ряда. Я свяжу за кадром и покажу вам, что у меня получилось, а также сделаю замеры вязаного образца. Связала я образец узора. Вот таким образом он выглядит. Пряжа для вязания у меня детская новинка. Это 100% высокообъемный акрил. Метраж 200 метров в 50 граммах. Торговая марка Пихорка. Если вам нужна пряжа, проходите по ссылочкам, которые указаны в описании под видео в инфобоксе. Выбирайте и заказывайте пряжу. Доставка пряжи в любой регион России почтой. А узор получился не очень ажурный, такой плотный. Его можно вязать из любой пряжи, любой толщины и состава. Для вязания я использовала крючок номер 2. И давайте посмотрим, какие размеры вязаного образца у меня получились. Ширина образца 12 сантиметров. Высота тоже ориентировочно 12 сантиметров. Высоту связано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов. Всего я набирала 41 воздушную петельку, 38 столбиков с одним накидом связано. И у меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 галочек. Данным узором можно связать, как я уже говорила, предметы интерьера, плед, покрывало, накидушки и одежду. Кардиганы, жилеты, жакеты, топики, майки, одежду для детей и взрослых. Вяжется, как вы убедились, узор очень легко, просто и быстро. И выглядит симпатично. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.